что если бы вы могли увеличить мощность своего мозга, просто наслаждаясь вкусной едой? Звучит как беспроигрышный вариант. Давайте рассмотрим 7 суперпродуктов, улучшающих работу мозга. Они не только делают вашу память острой, но и заряжают вас энергией на весь день. Если хотите быть здоровыми, ставьте лайк, и мы начнем. Итак, продукт номер 1 – жирная рыба. Вы знаете, что всякий раз, когда заходит речь о продуктах, улучшающих работу мозга, появляется одна суперзвезда, которая всегда лидирует. Это, как вы уже догадались, жирная рыба. Уже слышу, как некоторые из вас говорят «жирная». Разве мы не должны избегать жиров? Давайте проясним ситуацию. Жирная рыба, о которой мы говорим, включает лосось, форель, тунец, альбакор, сельдь и сардины. Все они наполнены омега-3 жирными кислотами. Давайте окунемся в некоторые факты о мозге. Ваш мозг состоит из 60% жиров, что удивительно верно, но вот что интересно, половина этого жира – это омега-3 жирные кислоты. Да, те самые омега-3, которые в изобилии содержатся в наших рыбных друзьях. Ваш мозг использует эти омега-3 для строительства мозга и нервных клеток, супермагистрали для ваших мыслей и воспоминаний. Они, как строители вашего мозга, помогают вам учиться и запоминать информацию. Но преимущества не ограничиваются памятью и омега-3. Также могут быть телохранителями вашего мозга, замедляющими возрастное снижение умственных способностей и потенциально защищая от таких страшных угроз, как болезнь Альцгеймера. С другой стороны, если вы недополучаете эти незаменимые жиры, ваш мозг может подать сигнал тревоги. Недостаточное количество омега-3 связано с ухудшением обучаемости и даже может способствовать возникновению чувства депрессии. Но есть и хорошие новости. Просто добавив больше рыбы в свой рацион, можете принести невероятные преимущества для здоровья. Исследования показывают, что люди, которые регулярно наслаждаются блюдами из морепродуктов, имеют больше серого вещества в своем мозге, и мы не говорим о инопланетянах. Серое вещество наполнено нервными клетками, которые выполняют все основные операции мозга, такие как принятие решений, память и эмоции. Продукт номер 2 – брокколи. Теперь давайте переключимся от наших водных друзей к суперпродукту, который часто можно встретить в продуктовом проходе, но, возможно, не всегда в вашей продуктовой корзине. Да, на брокколи надо посмотреть внимательнее, особенно когда речь идет о здоровье вашего мозга. Почему? Да потому что этот овощ богат мощными растительными соединениями, в том числе некоторыми довольно звездными антиоксидантами. Представьте их себе как супергероев, которые защищают ваше тело и мозг от вредных свободных радикалов. И если это не впечатляет, давайте поговорим о содержании витамина К в брокколи. Вы, возможно, не часто слышите об этом витамине, но он играет большую роль в здоровье вашего мозга. Всего одна чашка вареной брокколи обеспечивает более 100% вашей ежедневной рекомендуемой нормы. Да, вы не ослышались, более 100%. Возможно, вы задаетесь вопросом, что же такого особенного в витамине К? Этот жирорастворимый витамин является ключевым игроком, формирующим сфинголипиды, тип жира, который плотно упакован в клетки вашего мозга. Это как изоляционная лента, которая держит электрическую проводку нервных клеток в вашем мозге, чтобы функционировать бесперебойно. Среди пожилых людей выявили довольно интригующую связь – повышенное потребление витамина К. Похоже, он идет рука об руку с улучшением памяти и более острым мышлением. Именно так. Вторая порция брокколи может дать вашей памяти дополнительный импульс. Впечатляющее содержание витамина К. Брокколи может похвастаться огромным количеством соединений, которые наделяют его противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая защитить ваш мозг от повреждений, почти как личный телохранитель для клеток вашего мозга. Продукт номер 3 – черника. Черника. Теперь давайте отвлечемся от овощного прохода и отправимся в отдел фруктов, где нас ждет маленький, но могучий бустер для мозга – черника.
Эти крошечные яркие ягоды обладают массой полезных свойств, но давайте сосредоточимся на тех, которые заставят ваш мозг сказать вам «спасибо». Черника, а также другие насыщенные цветные ягоды, богаты антоцианами. Проще говоря, это растительные соединения, обладающие сильным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Почему ваш мозг любит эти антиоксиданты? Они как двойное силовое поле против окислительного стресса и воспаления, двух условий, которые могут стать виновниками торжества для здоровья вашего мозга, ускоряя его старение и прокладывая путь к нейродегенеративным заболеваниям. Но вот еще более интересный факт. Антиоксиданты в чернике не только защищают ваш мозг, они буквально поселяются в вашем мозге и помогают улучшить коммуникацию между клетками мозга. Они как дипломаты вашего мозга, обеспечивающие бесперебойную работу. Преимущества продолжают накапливаться. Многочисленные исследования показывают, что черника может помочь обострить память и некоторые когнитивные процессы как у детей, так и у пожилых людей. Черника полезна для вашего мозга, независимо от того, сколько вам лет, 8 или 80. Продукт номер 4 – куркума. Куркуму часто называют королевой специй. В царстве специй она является мощным источником энергии для вашего мозга. Почему куркума так важна? Это все благодаря куркумину, активному ингредиенту, который придает куркуме ее яркий насыщенный желтый оттенок. Куркумин имеет VIP-пропуск, который позволяет ему преодолевать гематоэнцефалический барьер, что означает, что он может попасть прямо в мозг и творить свою магию прямо на месте. Куркумин – впечатляющий антиоксидант и противовоспалительное соединение, и эти способности могут предложить замечательные преимущества для вашего мозга. Для начала куркумин может быть полезен для памяти, особенно для людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Его также считают полезным для очистки мозга от амилоидных бляшек, нежелательных отложений, которые часто ассоциируются с болезнью Альцгеймера. Важно понимать, что в большинстве исследований использовались высококонцентрированные куркуминовые добавки, которые часто содержат от 500 до 2000 мг куркумина в день. Это довольно много больше, чем вы получите от посыпания куркумы на вашу еду. В конце концов, куркума содержит только от 3 до 6% куркумина. Поэтому, хотя добавление куркумы в свои блюда может быть вкусным и полезным шагом, вам, возможно, надо рассмотреть вопрос о добавке куркумина под руководством врача, чтобы действительно получить преимущества, отмеченные в этих исследованиях. Продукт номер 5 – кофе. Если сладкий аромат кофе – это то, что заставляет вас вставать с постели каждое утро, то вам понравится то, что я говорю. Оказывается, ваш любимый напиток не только пробуждает, но и улучшает работу мозга. Потому что кофе – это удар на раз-два для вашего мозга. В нем много кофеина и антиоксидантов, двух жизненно важных компонентов, которые помогают укрепить здоровье мозга. Как кофеин делает свою магию? Во-первых, он действует как вышибала в клубе, блокируя аденозин, химический мессенджер, который заставляет вас нажимать кнопку «Дремать». Вот почему утренний кофе заставляет вас чувствовать себя бодрым и готовым взяться за дело. Но кофеин на этом не заканчивается. Он также стимулирует некоторые из ваших нейротрансмиттеров хорошего настроения, такие как дофамин. Так что если кофе делает вас немного счастливее с утра, вы не выдумывайте. Это все химия. Так что налейте себе еще чашечку. Это не только удовольствие для ваших вкусовых рецепторов, но и тост за ваше мозговое здоровье. Продукт номер 6 – орехи. Да, мы говорим о тех хрустящих закусках, которые вы так любите есть. Оказывается, они не просто отличные, они также полезны для вашего мозга. Существует множество исследований, связывающих регулярное употребление орехов с здоровьем сердца. И, как вы знаете, здоровое сердце и здоровый мозг идут рука об руку. В конце концов, ваш мозг зависит от мощного кровотока от сильного сердца. Одно исследование даже предполагает, что употребление орехов может быть связано с более низким риском когнитивного ухудшения у пожилых людей.
Так что бабушкина любовь к грецким орехам, возможно, просто сохраняет ее остроту ума. Исследование 2014 года добавило еще больше веса. Оно показало, что женщины, которые регулярно раскалывали орехи в течение нескольких лет, имели более острую память по сравнению с теми, кто этого не делал. Но почему орехи так полезны для мозга? Это благодаря их огромному количеству полезных жиров, антиоксидантов и витамина Е. Эти питательные вещества являются как бы личными телохранителями вашего мозга, защищающими клетки от повреждений и потенциально замедляющими снижение умственных способностей. Витамин Е заслуживает отдельного упоминания. Это настоящий супергерой, когда дело доходит до защиты ваших клеток от повреждения свободными радикалами. И вот забавный ореховый факт: грецкие орехи могут просто взять корону за здоровье мозга. Не только эти питательные вещества, но и щедрую порцию противовоспалительных омега-3 жирных кислот. Продукт номер 7 – тыквенные семечки. Тыквенные семечки – это те хрустящие вкусности, которые часто упускают из виду. Тыквенные семечки – эти крошечные энергетические объекты полны антиоксидантами, которые защищают ваше тело и мозг от разрушительных свободных радикалов. Но это еще не все. Тыквенные семечки также являются фантастическим источником некоторых очень важных питательных веществ для вашего мозга – магния, железа, цинка и меди. Давайте разберемся. Во-первых, цинк. Этот могущественный минерал жизненно важен для нервной сигнализации, и угадайте, что происходит, когда в организме не хватает цинка. Это связано с несколькими неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, депрессия и даже болезнь Паркинсона. Затем у нас есть магний. Если вы заботитесь о своей памяти, то магний должен стать вашим приоритетом. Низкий уровень магния повышает риск таких заболеваний, как мигрень, депрессия и эпилепсия. Медь, наш следующий суперзвездный минерал, играет ключевую роль в контроле нервных сигналов в вашем мозге. Несбалансированный уровень меди может увеличить риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. И давайте не будем забывать о дефиците железа. Дефицит железа часто проявляется в виде тумана в мозгу и ухудшения работы мозга, что нежелательно, если мы стремимся к здоровью мозга. Важно отметить, что большинство исследований было сосредоточено на этих микроэлементах, а не на самих тыквенных семечках. Но поскольку эти семена от природы содержат большое количество этих питательных веществ, можно с уверенностью сказать, что добавление тыквенных семечек в свой рацион может потенциально дать такой мощный заряд питательных веществ. Разве не удивительно думать, что то, что мы едим, может оказать такое влияние на работу нашего мозга? Больше информации по этой теме вы найдете на нашем канале. Подпишитесь, поставьте, пожалуйста, лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.